Мои дорогие братья и сестры и друзья, недавно 5 новых храмов были посвящены нашим возлюбленным пророкам. Ближе к концу Второй мировой войны моего отца призвали в немецкую армию, отправили на Западный фронт. Мама осталась заботиться о нашей семье. Хотя мне было тогда только 3 года, я все-таки помню это время страха и голода. Мы жили в Чехословакии. С каждым днем война подходила все ближе и становилась все опаснее. Наконец, холодной зимой 1944 года мама решила бежать в Германию, где жили ее родители. Она укутала нас и как-то умудрилась посадить на один из последних поездов с беженцами, шедших на запад. Путешествовать в то время было опасно. Звуки взрывов, тревожные лица, постоянный голод напоминали нам о том, что идет война. В пути поезд иногда останавливался для дозаправки. Однажды ночью, во время одной из таких остановок, мама поспешно выбежала из поезда на поиски какой-нибудь еды для своих 4 детей. Когда она вернулась, к ее великому ужасу, ни поезда, ни детей не было. Ее беспокойное сердце переполняли отчаянные молитвы. Она металась по многочисленным путям большой и темной станции, надеясь на чудо, что поезд еще не ушел. Наверное, мне уже никогда не узнать всего, что творилось в голове и в сердце моей мамы той черной ночью, когда она искала своих детей на мрачной железнодорожной станции. Она, конечно, была испугана. Я уверен, что ее пронзала мысль: если она не найдет этот поезд, то может уже никогда не увидеть своих детей. Я уверен, ее вера была выше страха, а надежда выше отчаяния. Она не была такой женщиной, которая станет сидеть и оплакивать свое горе. Она действовала, она вкладывала свою веру и надежду в поступки. И она перебегала с пути на пути, от поезда к поезду, пока, наконец, не нашла наш состав. Его отогнали за опасный путь. Там она и нашла, наконец, своих детей. Я часто думал о той ночи и о том, что, должно быть, перенесла моя мама. Если бы я мог отмотать время назад и сесть рядом с ней, я бы спросил у нее, как ей удалось победить страх. Я бы спросил о вере и надежде и о том, как она поборола отчаяние. Поскольку это невозможно, сегодня я, пожалуй, мог бы сесть рядом с любым из вас, кто, может быть, чувствует себя обескураженным, встревоженным или одиноким. Сегодня я хочу поговорить о беспредельной силе надежды. Надежда — это одна из ножек трехногой табуретки вместе с верой и милосердием. Все 3 стабилизируют нашу жизнь, какой бы грубой или неровной ни была ее поверхность. В Священных Писаниях ясно говорится о ценности надежды. Апостол Павел учил, что Священное Писание написано, чтобы мы сохраняли надежду. Надежда способна наполнить нашу жизнь счастьем. Ее отсутствие, когда это желание нашего сердца долго не сбывается, томит сердце. Надежда — это дар Духа. Это надежда на то, что искупление Христа и силу Его воскресения мы воскреснем к жизни